В центральной части Израиля, в районе Бейт-Шемеша, рядом с авиабазой Сдот-Миха, зафиксирован мощный взрыв с яркой вспышкой. США и Израиль готовятся к возможному возобновлению ударов по Ирану уже в ближайшие дни. Возможен ли удар в ближайшие 48 часов? Авианосец Джеральд Форд вернулся на базу в Норфолке после рекордного 326-дневного похода. Его встречал глава Пентагона. Путин планирует посетить Китай через несколько дней после переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Пекине. На Кубе усиливается топливный кризис. В Гаване большинство заправок остаются закрытыми, а цены на бензин подорожали на 80%. Сенсационные итоги Евровидения. Первая в истории победа Болгарии. Зрители вывели Израиль на второе место. Кто теперь на правильной стороне истории? А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. В центральной части Израиля, в районе Бейт-Шемеша, рядом с авиабазой Сдот-Миха, зафиксирован мощный взрыв с яркой вспышкой. Жители сообщали о громком хлопке, после чего на место были направлены экстренные службы. Однако часть из них, по сообщениям, временно не могла сразу подойти к зоне инцидента. Параллельно израильские СМИ, в том числе Кан, заявляют, что речь может идти о контролируемом подрыве на территории гражданского предприятия. При этом в ряде сообщений также указывается стратегическая значимость района Сдот-Миха, где, по открытым данным, расположены военные объекты. Причины взрыва официально не подтверждены, информация противоречива. Также Израиль не подтверждает, что это мог быть удар Ирана. Ранее 1 марта Бейт-Шемеш уже подвергался удару иранской баллистической ракеты. Тогда погибли 9 человек. США и Израиль готовятся к возможному возобновлению ударов по Ирану уже в ближайшие дни. По данным The New York Times, в Пентагоне разработаны планы эскалации. От новых массированных авиаударов до наземной операции спецназа против ядерного объекта в Исфахане, где может находиться высокообогащенный уран. Для этого еще весной на Ближний Восток перебросили сотни бойцов спецопераций, около 5000 морпехов и 2000 десантников 82-й дивизии. В регионе сейчас находятся более 50 тысяч американских военных, 2 авианосца, десятки эсминцев и сотни самолетов. Пентагон официально подтверждает, все силы готовы в любой момент возобновить боевые действия. Главная причина – переговоры с Ираном фактически зашли в тупик. Дональд Трамп после возвращения из Китая заявил, что отверг последнее предложение Тегерана. По его словам, Иран должен полностью отказаться от любых возможностей создать ядерное оружие. Одновременно Вашингтон требует окончательно открыть Ормузский пролив, через который проходит почти 20% мировой нефти. В Иране уже заявили, что готовы к новому конфликту. Спикер парламента Мохаммад Багир Галибаф предупредил, любая новая атака получит жесткий ответ. Американская разведка при этом признает, несмотря на месяц ударов, Иран восстановил доступ к большинству ракетных баз и подземных объектов, а также снова контролирует почти все позиции вдоль Ормузского пролива. Среди возможных целей США – ракетные комплексы, объекты корпуса стражей исламской революции, энергетическая инфраструктура и даже остров Харк – ключевой терминал экспорта иранской нефти. Но в Пентагоне признают, наземная операция против ядерных объектов будет крайне рискованной и может привести к большим потерям. Глава МВД Пакистана Мохсин Накви прибыл в Тегеран с необъявленным визитом для посредничества между Ираном и США. По данным источников, ключевая цель – продвижение рамочного промежуточного соглашения и восстановление каналов переговоров на фоне хрупкого перемирия. В ходе встречи с министром внутренних дел Ирана Искандаром Момени обсуждались параметры возможной сделки с Вашингтоном, вопросы региональной безопасности и ситуация вокруг Ормузского пролива, где сохраняется кризис судоходства. Пакистан предлагает посреднический формат диалога, Тегеран настаивает на необходимости четко прописанных условий и временного соглашения, а также фиксирует, что любые переговоры возможны только при продвижении по вопросам санкций и безопасности региона. Так выглядит Ормузский пролив со самолета. На кадрах видно судно, которое практически не двигается. Тем временем Иран заявил о подготовке нового режима судоходства в Ормузском проливе. Глава парламентского комитета по нацбезопасности Эбрахим Азизи сообщил, что вводятся фиксированные маршруты и транзитные сборы. Проход будет разрешен только судам, сотрудничающим с Ираном. Участники американской операции сопровождения исключаются. Иранское телевидение сообщает о переговорах с европейскими странами по условиям прохода. Ранее Тегеран уже разрешил транзит части судов из Китая, Японии и Пакистана после введения новых правил допуска. Ситуация остается напряженной после фактической блокады пролива со стороны США и Израиля с конца февраля и частичного перемирия с апреля.
По данным Центком, США перенаправили 78 судов и вывели из строя 4 в рамках контроля за соблюдением ограничений. Ормуз продолжает работать в режиме ограниченного и политически контролируемого транзита. Авианосец Джеральд Форд вернулся на базу в Норфолке после рекордного 326-дневного похода. Это самая длинная боевая служба американского авианосца со времен войны во Вьетнаме. Вместе с ним домой прибыли эсминцы Бейнбридж и Мэхэн. За почти 11 месяцев ударная группа работала в Северном море, Средиземном море, Карибском бассейне и Красном море. Участвовала сразу в 2 боевых операциях. Южное копье и эпическая ярость. В Карибском море американские военные задержали венесуэльский нефтяной танкер, а позже корабли перебросили на Ближний Восток на фоне войны США и Израиля против Ирана. Поход сопровождался серьезными проблемами. На борту авианосца произошел крупный пожар в прачечной. Его тушили около 30 часов. Также экипаж столкнулся с техническими неисправностями, в том числе с проблемами канализации. Всего на борту находились около 4,5 тысяч моряков. Встречать корабли в Норфолк лично приехал глава Пентагона Пит Хексет. Он назвал поход историческим и заявил, что моряки трижды обогнули мир, выполняя задачи США. Вы не просто выполнили задачу. Вы вошли в историю. Вы заставили страну гордиться вами. Вы показали миру, что такое американская сила. Сначала вы отправились в Средиземное море, к берегам Европы. Думали, что это и есть ваша миссия. Но приказ изменился, и вы пошли в Карибский регион. А затем, когда снова прозвучал приказ, вы отправились на Ближний Восток и стали частью исторической операции «Эпическая ярость». Именно там вы продемонстрировали всему миру от имени президента Трампа. Соединенные Штаты не позволят самым опасным режимам получить самое опасное оружие. Иран никогда не получит ядерное оружие. Спасибо за вашу невероятную точность. Вы заставили Америку гордиться. Вы заставили врагов дрожать. Вы показали, на что способна Америка, когда ее моряки стоят на вахте. В американских ВМС признают, изначально поход планировали как 7-месячный, но из-за кризиса на Ближнем Востоке его несколько раз продлевали. Теперь авианосец отправят на обслуживание и ремонт. После встречи Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Пекине Китай заявил о готовности вместе с США содействовать завершению войны в Украине. Глава МИД КНР Ван И сообщил, что и Пекин, и Вашингтон рассчитывают на скорейшее окончание конфликта и уже предпринимают усилия для продвижения мирных переговоров. При этом китайский министр подчеркнул, сложные кризисы не имеют простых решений, а политическое урегулирование невозможно за одну ночь. По словам Ван И, Китай и США намерены поддерживать диалог и готовы играть конструктивную роль в поиске политического решения войны. Ранее Дональд Трамп также заявлял, что обсуждал с Си Цзиньпином вопрос войны России против Украины и возможные пути мирного урегулирования. Через несколько дней после переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Пекине, в Китай, отправляется Владимир Путин. В Кремле сообщили, что от 19 до 20 мая Путин проведет переговоры с китайским лидером о стратегическом партнерстве, экономике и международных вопросах. Ожидается и подписание совместного заявления. На этом фоне в Киеве также подтвердили подготовку контактов с Пекином. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что получил приглашение посетить Китай, а Украина заинтересована в диалоге на самом высоком уровне. Визит Путина станет уже очередной поездкой российского президента в КНР после начала полномасштабной войны против Украины. Ирак резко сократил экспорт нефти через Ормузский пролив. Если раньше Багдад ежемесячно отправлял через пролив около 93 миллионов баррелей нефти, то в апреле объемы упали до 10 миллионов. Новый министр нефти Ирака Басим Мохаммед заявил, что страна пытается перенаправить поставки через турецкий порт Джейхан и увеличить экспорт по северному маршруту до 500 000 баррелей в сутки. У нас есть план увеличить этот объем до 500 тысяч баррелей в сутки через порт Джейхан. Но, как вы знаете, компании, работавшие на месторождениях в Курдистане, ушли из-за ситуации с безопасностью. Мы надеемся, что в ближайшие дни они вернутся и возобновят добычу для обеспечения экспорта. Мы рассчитываем экспортировать не менее 500 тысяч баррелей в сутки через Джейхан. Также надеемся, что ситуация в Ормузском проливе разрешится. Реальность такова. Если война не закончится, у нас возникнут серьезные проблемы с экспортом. Вернутся ли объемы к довоенному уровню? Нет. Не вернутся, пока война не закончится. На фоне кризиса в Ормузском проливе Ирак также начал переговоры с ОПЕК об увеличении экспортных квот. На Кубе усиливается топливный кризис. В Гаване большинство заправок остаются закрытыми,
а жители не получают информации о сроках возобновления поставок. С 15 мая власти ввели новую систему цен, по которой бензин и дизель подорожали почти вдвое, до примерно $1 80 центов. $2 за литр. Однако фактическая продажа топлива почти не началась. Водители и таксисты сообщают о параличе транспорта и неопределенности с будущей системой распределения топлива. Мы до сих пор не знаем, где именно можно будет купить топливо. Говорят, что его будут возить, и что мы получим ответ по поводу импорта топлива и того, где его можно будет приобрести. На данный момент мы ничего не знаем. Ни где его покупать, ни сколько оно будет стоить. В зависимости от того, будет ли цена на топливо в национальной валюте или в долларах, стоимость поездок на такси будет отличаться. Будем надеяться, что если цена на топливо снизится, то и стоимость поездок тоже сможет снизиться. Последние значимые поставки пришли в конце марта на российском танкере «Анатолий Колодкин», доставившем около 700 тысяч баррелей нефти. По оценкам, эти объемы были исчерпаны к началу мая. США не продлили временное санкционное исключение, позволявшее ряду стран, включая Индию, закупать российскую морскую нефть. Мера была введена в марте 2026 года на фоне энергетического кризиса, после перебоев, связанных с войной вокруг Ирана и фактической блокадой Ормузского пролива, и действовала до 16 мая. Мера позволяла завершать уже загруженные поставки российской нефти и ранее продлевалась лишь до середины мая. Нового продления Минфин США не объявил. На фоне послаблений Индия увеличила импорт до рекордных уровней – более 2 миллионов баррелей в сутки. С истечением льготы возвращается полноценный санкционный режим. В Боливии протесты в Эль-Альто и на подступах к Ла-Пасу переросли в масштабные столкновения с силовиками. Полиция и армия проводят операцию по разблокировке дорог, применяя слезоточивый газ и задержание. Демонстранты, удерживающие блокпосты уже около 11 дней, оказывают сопротивление, местами оттесняя силы безопасности. В операции задействовано около 3500 человек, полицейские и военные. Власти заявляют о создании гуманитарного коридора для восстановления поставок топлива, продовольствия и медикаментов в столичный регион. Мы служим народу. Мы действуем без летального оружия. В любой момент мы не будем использовать огнестрельное оружие. Как вы видите, это подразделения военной полиции, которые будут применяться только при необходимости. Часть дорог уже освобождена. По ним начали проходить колонны с топливом и грузами, которые были заблокированы почти 2 недели. Однако около полусотни блокпостов по стране сохраняются. Блокировки вызвали острый дефицит топлива и базовых товаров. В Ла-Пасе и Эль-Альто фиксируются перебои в снабжении и транспортный паралич. Протестующие требуют отставки президента Родриго Паса. Власти связывают протестную активность с поддержкой сторонников бывшего президента Эва Моралеса и заявляют о внешнем финансировании части акций, что его лагерь отвергает. Потому что этот чертов Родриго Пас дискриминирует нас. Он нас подавляет. Мы, как жители Эль-Альто, не позволим этого. Соседи Эль-Альто, присоединяйтесь к нам. Мы не позволим им подавлять нас таким образом. Эта власть нас не запугает. Мы не боимся. Мы будем на улицах до самого конца. На фоне сохраняющейся напряженности ожидается дальнейшая эскалация, включая новые марши в сторону столицы. Бывший министр здравоохранения Уэс Стритинг заявил, что готов бросить вызов премьер-министру Великобритании Киру Стармеру в борьбе за лидерство в лейбористской партии. Он подчеркнул необходимость полноценного конкурса и заявил о намерении участвовать в возможных внутрипартийных выборах. Нам нужен полноценный конкурс с лучшими кандидатами, и я буду участвовать. Во-первых, у меня есть поддержка в парламентской фракции. Но на этой неделе у меня также был выбор. Мы могли бы сразу перейти к процедуре выбора лидера, зная, что не все кандидаты смогут участвовать. Если ты считаешь себя достаточно сильным для высшей должности, если у тебя есть правильные идеи для страны, ты должен быть готов вынести их на обсуждение, проверить их в конкуренции и выиграть выборы. Именно такой выбор я и сделал. Заявление прозвучало на фоне усиливающегося давления на Стармера после провальных для лейбористов местных выборов, что уже вызвало волну критики внутри партии. Дополнительную нестабильность усиливает обсуждаемое возвращение в парламент мэра Большого Манчестера Энди Брэнхэма, который также рассматривается как потенциальный соперник. Для запуска процедуры смены лидера необходимо собрать поддержку минимум 20% депутатов-лейбористов, однако сама перспектива внутрипартийной борьбы усиливает раскол и углубляет политическую неопределенность вокруг руководства партии и правительства. В
В центре Лондона прошел многотысячный митинг «Unite the Kingdom», организованный антимиграционным активистом Томми Робинсоном. Участники собрались на парламентской площади с британскими и английскими флагами, требуя ужесточения миграционной политики и критикуя правительство Кира Стармера. Параллельно в Лондоне проходил пропалестинский марш ко дню Накбы. Из-за риска столкновений полиция развернула крупнейшую за последние годы операцию по обеспечению порядка. В столицу стянули около 4000 сотрудников, включая подкрепления из других регионов страны. В Вене состоялся финал 70-го песенного конкурса «Евровидение». Победу впервые в истории одержала Болгария, которую представила певица Дара Дринайотова с композицией «Бангаранга». Страна получила 516 баллов, став лидером и по оценкам жюри, и по итогам зрительского голосования. После голосования профессионального жюри Болгария уже шла в числе лидеров, но решающий отрыв обеспечило телеголосование. 312 баллов от зрителей вывели ее на первое место. Песня «Бангаранга» использует ямайский сленг со значением «вечеринка» или «хаос». Однако в авторской трактовке смысл смещен в сторону идеи внутренней свободы и самовыражения. Дара, 27-летняя артистка, ранее участвовала как наставник в болгарской версии «Голоса» и имеет несколько многомиллионных клипов. Я хочу поблагодарить своего мужа, потому что именно он подтолкнул меня поехать на Евровидение. Сначала я не была уверена, хочу ли участвовать или нет, потому что у меня были тревожность и сомнения в себе. И именно он меня подтолкнул. Он говорил: «Тебе нужно сейчас ехать на Евровидение. Тебе нужно ехать». Второе место занял представитель Израиля Ноам Бетан с песней «Мишел». Третье — румынская певица Александра Капитенеску с композицией «Choke Me». Украина заняла 9-е место с песней «Ридним» в исполнении Лелека. Среди фаворитов букмекеров победа прогнозировалась финскому дуэту Линде Лампениус и Пете Парконена. Однако они не вошли в тройку. Австралия, которую также относили к лидерам, завершила конкурс на 4-й позиции. Я совсем не была удивлена. Мы видели это в последние несколько лет. Хотя мы не получаем много голосов от жюри, публика нас массово поддерживает. И мы видели, как Израиль за последние 2 года поднимается с нижней части списка на верхние позиции. Поэтому я очень довольна голосами публики и тем, насколько хорошо мы выступили. Формат голосования традиционно включал 2 блока. Оценки национальных жюри и телезрителей. Каждая страна распределяет баллы от 1 до 12, при этом высший балл — 7-12. В конкурсе участвовали 26 стран. 5 участников — Великобритания, Германия, Италия, Франция и Австрия — прошли автоматически как крупные доноры и действующий победитель прошлого года. Россия по-прежнему отстранена от участия. Несколько стран, включая Испанию, Ирландию, Исландию, Словению и Нидерланды, отказались от участия или трансляции из-за присутствия Израиля, что вызвало разногласия внутри Европейского вещательного союза. Организаторы также подтвердили расширение формата. В 2026 году планируется запуск Евровидения Азия с финалом в Бангкоке, где уже заявлены около 10 стран региона. В этом году Великобритания, Германия и Бельгия не получили баллов от зрителей, а Великобритания завершила конкурс на последнем месте. Ее представитель Look Mom No Computer Сэм Бейтл с композицией «Eins, zwei, drei» получил лишь 1 балл от украинского жюри. Выступление британца было оформлено в экспериментальном электронном стиле с сценическим образом в окружении роботизированных костюмов, однако не получило поддержки ни у профессионального жюри, ни у аудитории. Вот как на это отреагировала самая массовая газета Великобритании Daily Mail. Поклонники Евровидения заявили, что британская заявка этого года стала худшей песней, которую они когда-либо слышали. После того, как электронный исполнитель Look Mom No Computer, смотри, мам без компа, боролся за очки в финале конкурса Eurovision Song Contest 2026. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр открыл для журналистов и посетителей бывшую резиденцию Виктора Орбана — монастырь кармелитов в Будапеште, который при прежней власти стал символом закрытости правительства. Комплекс на Замковой горе с видом на Дунай был закрыт для публики с 2021 года. Теперь новое правительство решило временно открыть его для посещений. Мадьяр лично провел экскурсию по кабинетам Орбана, библиотеке с массивными книжными стеллажами, залом заседаний с люстрами, коридором с портретами исторических деятелей и террасом с видом на венгерский парламент и Дунай. В одном из залов премьер демонстративно раскрутил глобус и указал на Венгрию. Венгерские СМИ отмечают, запись на экскурсии была полностью заполнена уже в первые сутки после объявления. Петер Мадьяр пришел к власти после поражения партии Виктора Орбана на выборах и на этой неделе завершил формирование нового правоцентристского правительства. Открытие бывшей резиденции Орбана стало одним из первых символических шагов новой власти. Президент США Дональд Трамп объявил о запуске нового федерального проекта — Национального сада американских героев,
который разместят в парке Уэст-Потамак в Вашингтоне. По его словам, территория будет преобразована в мемориальное пространство со скульптурами исторических фигур США, от основателей государства до военных, правозащитников, деятелей культуры и спорта. Проект стал частью масштабной реконструкции столицы к 250-летию США в 2026 году. Параллельно администрация продвигает строительство 250-футовой триумфальной арки и реконструкцию восточного крыла Белого дома под новый президентский бальный зал с открытием, заявленным на 2028 год. В соцсетях Трамп заявил, что все работы финансируются за счет частных средств и пожертвований, без участия бюджета. Он назвал проекты преобразованием Вашингтона в безопасную и красивую столицу мирового уровня. Инициативы вызвали резкую критику со стороны демократов. Конгрессмен Джаред Хаффман назвал строительство злоупотреблением и обходом процедур, обвинив администрацию в нарушении норм и давлении на охраняемой территории, включая зону рядом с Арлингтонским национальным кладбищем.